Приветствую вас на канале «Умнее сейчас». Это вторая часть видео о самых красивых местах планеты. Пускай все эти места вы не сможете посетить вживую, но зато сможете посмотреть на них на моих видео. Приятного просмотра! Бирюзовое озеро. Национальный парк Цзючжайгоу, Китай. На востоке Китая, в провинции Сычуань, расположен национальный парк Цзючжайгоу. Его название переводится как «Долина 9 деревень». И действительно, в долине расположены 9 тибетских деревушек, и 7 из них до сих пор населены. Этот парк славится тем, что в нем больше сотни озер, и вода в них кристально чистого, зеленого, голубого и бирюзового цветов, так как все эти озера образовались в результате таяния ледников. В 1992 году парк был включен во всемирное наследие ЮНЕСКО, а с 1997 года объявлен биосферным заповедником. Цзючжайгоу находится в области высокогорья, и из-за обилия воды и возвышенностей на его территории образуется множество не только озер, но и водопадов, которые просто поражают воображение своим видом. На берегах этих озер и по всему парку обитает более 100 видов животных. Леса здесь в основном смешанного типа. Они особенно красивы осенью, когда они окрашиваются в желтый, оранжевый и красный цвета. Среди растений здесь можно обнаружить многочисленные бамбуки, рододендроны и другие. Следующее место – озеро Морейн и долина 10 пиков, что в Канаде. Можно бесконечно любоваться этим спокойным и умиротворенным озером. Прекрасное озеро Морейн в долине 10 пиков – одна из самых знаковых достопримечательностей Канады. Озеро располагается в национальном парке Банф, одной из 10 провинций страны Альберта. Вначале хочется отметить удивительную красоту из самого озера и долины, в котором оно расположено. Фантастическая синева воды обусловлена отложениями минералов на дне озера. Особенно красиво этот эффект проявляется в хорошую, безоблачную погоду, когда цвет озера усиливается отражением в его водах такого же синего неба. Максимальная глубина водоема около 14 метров, а высота гор долины в среднем 3000 метров над уровнем моря. Подпитывается озеро водой тающих ледников, стекающей с окружающих гор. Именно поэтому вода в озере практически идеально чистая и прозрачная. Максимальный уровень воды в озере Морейн наблюдается во второй половине июня, после обильного таяния ледников долины. Белоснежные шапки долины, покрытые снегом круглый год, еще больше усиливают красоту пейзажа. Потрясающее озеро в окружении не менее потрясающих гор создает ощущение безмятежности и вечности. Озеро излучает красоту и летом, когда во всей красе предстает перед путешественниками, и зимой, когда лед озера и снега долины создают неповторимую игру света. Следующее место – водопад Селья-Ландфос, Исландия. Вообще Исландия, видимо, кладезь всего такого водопадного и лужайкового. А водопад Селья-Ландфос – один из самых известных в мире. Он довольно скромный по высоте – около 60 метров. Но от этого не менее живописный и популярный у туристов. Этот уникальный водопад, расположенный на реке Селья-Ланца, выделяется оригинальным ландшафтом и очень красивой местностью. Поэтому неудивительно, что его изображение можно встретить во многих книгах об Исландии и календарях. Очень удобным местом для того, чтобы рассмотреть водопад во всей красе, является глубокая впадина в скале сразу за водным потоком. Это единственный водопад в Исландии, за которым можно спокойно пройти. Так что у вас есть все шансы подойти к Селья-Ландфосу вплотную. Ну а для любителей экстрима за водопадом расположена тропа, пройти по которой считается делом чести каждого туриста. Кстати, почти все туристические походы в Исландии проходят около водопада Селья-Ландфос, так что если вы попадете в Исландию, вы вряд ли пропустите такую красоту. Дальше мы отправляемся в Кёкенхоф, Нидерланды. Одна из вещей, с которой ассоциируются Нидерланды, это яркие поля с тюльпанами. А все потому, что здесь есть удивительный парк – Кёкенхоф. Это цветочное королевство находится в городе Лиссе, что в 34 километрах от Амстердама. Кёкенхоф по праву называют «садом Европы», ведь только здесь можно увидеть цветы всех оттенков радуги. Раз в год весной в Кёкенхофе проводится парад цветов. Гости могут полюбоваться сказочными пейзажами, цветочными экспозициями, а также насладиться уникальным цветочным шоу. А вот в другое время Кёкенхоф закрыт для посетителей.
История этого удивительного места начинается в далеком 15 столетии. Территория принадлежала графине Жакоба ван Бейерен. В те времена местность состояла из песчаных дюн и лесов, а земли использовались в качестве охотничьих угодий. Обитатели замка ходили в лес, чтобы раздобыть дичь, ягоды и грибы. Около замка выращивали травы и зелень для приготовления блюд. Отсюда и пошло название Кёкенхоф, что с нидерландского переводится как «кухонный сад». В 19 столетии земли принадлежали барону и баронессе ван Палланд. Они решили выращивать цветы вокруг замка для продажи. И вот тогда Кёкенхоф начал служить выставочной площадкой. Сад Кёкенхоф раскинулся на 32 гектара земли. Здесь произрастает порядка 7 миллионов луковичных растений. Из них 4,5 миллиона приходится на тюльпаны. Если вы решили кому-то подарить миллион тюльпанов, теперь вы знаете, куда идти. Следующее замечательное место – это Плитвицкие озера, национальный парк Хорватии. Прелесть Плитвицких озер западает в душу и остается там навсегда. Абсолютно прозрачная вода журчит в бесчисленных водопадах, шелестят листья высоких буков, поскрипывают под ногами деревянные подмостки. Воздух наполнен пением птиц, запахом сосновой хвои и аурой бесконечного покоя. Кажется, что такая красота должна навсегда излечить людей от злобы и ненависти. Но это не так. Совсем недавно сербы и хорваты окрашивали воду здесь в красный цвет. Зато сегодня сказочный лес полностью очищен от мин и оружия. Озера походят на живое существо, изменчивое и ранимое. В этих местах очень хрупкий природный баланс. И это является главной причиной жестких запретов на купание, ловлю рыбы и ночевки на территории парка. Парк окружен 3 горами и располагается на одноименном плато. 16 водоемов принято разделять на 12 верхних и 4 нижних озера. Всего водное пространство занимает площадь общей протяженностью в 2 квадратных километра. Цвета поверхности озер просто покоряют туристов, особенно тех счастливчиков, которым повезло попасть в парк летом. Гости могут увидеть оттенки лазури, голубого, синего или зеленого цветов. Окраска водной глади изменяется в зависимости от минерального состава озера. Следующее классное место – это бухта Навагио, Греция. Один из самых прекрасных пляжей в мире, расположен на острове Закинхов. Ярко-лазурные воды бухты Навагио манят отчаянных романтиков. Одноименный пляж украшает ржавый остов корабля контрабандистов. Севшее тут на мель еще в 1980 году судно Панайотис еще можно исследовать. А вдруг именно вы найдете там сокровища? Кажется, природа сама спрятала чудесный пляж от посторонних глаз, окружив его белоснежной скалой из известняка, поросшей соснами. Добраться в бухту контрабандистов можно только на экскурсионной лодке. Проход с суши имеет невероятно крутой спуск, а об обратном подъеме по нему нечего и думать. Пиратская атмосфера небольшого пляжа делает его привлекательным для путешественников со всей планеты. Отправляясь сюда, не забудьте взять побольше рома и говорящего попугая. Ну и последнее место на сегодня – это каньон Антилопы, США. Каньон Антилопы получил свое название благодаря красно-рыжим стенам, чей цвет напоминал индейцам Навахо шкуру антилопы. В настоящее время каньон не является национальным парком США, и возможно по этой причине он не столь широко известен, как Гранд Каньон или Долина Монументов. Каньон Антилопы расположен на земле индейцев Навахо, и чтобы туда попасть, надо заплатить пограничную пошлину за проход на территорию суверенного народа Навахо и нанять проводника из их числа. На вид это узкая расселина в 1,5 метра шириной, но внизу вода проточила причудливые лабиринты в красно-оранжевой породе. То, что это не пещера, и сверху все-таки попадает свет, делает каньон Антилопы еще более живописным. Оба каньона Антилопы, верхний и нижний, являются естественно образовавшимися гигантскими щелями в песчаных породах. За прошедшие века ветер и дождевая вода проточили в красном песчанике гигантские углубления в несколько десятков метров. Обычно оба каньона являются сухими, но раз в несколько лет во время ливневых дождей они полностью затопляются водой. Именно дождевая вода, стекая по стенам, сформировала те изящные округлые очертания каньона Антилопы. Надеюсь, видео вам понравилось и вы попросите сделать 3-ю часть. Ну а на этом все. Приходите на канал снова. Всего вам доброго.